Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube! Сегодня я буду готовить традиционное венгерское блюдо – паприкаш. Мясо 600 грамм. Фасоль свежая, я ее уже нарезала, 200 грамм. Горошек 100 грамм, полстакана. 1,5 луковицы, нарезанные полукольцами. 4 зубчика чеснока. И перец я взяла разного цвета. Здесь у меня 200 грамм перца, 4 средних штуки. И, конечно, сметана 200 грамм. Классический паприкаш, конечно, готовится из курицы, но встречаются также варианты и с мясом. Немного оливкового масла. Можете взять любое растительное масло. Обжарим до золотистой корочки мясо. Паприкаш считается традиционной едой венгерских пастухов, которые кочевали по венгерской равнине. И традиционно паприкаш готовился в котлах на костре. Добавлю немного воды, буквально чуть-чуть, грамм 50, и тушить до готовности. У меня на это ушло 30 минут. Добавить лук, чеснок и обжарить минуты 3. Зажаривать лук не надо. Этим рецептом со мной поделилась моя знакомая из Будапешта, сказав, что у меня нет на YouTube ни одного рецепта из венгерской кухни. Как только лук станет мягкий и прозрачный, добавим перец. Все перемешать и обжарить вместе 1-2 минуты. После этого добавить фасоль, зеленый горошек, немного воды, 30 мл, и сметана. Добавление сметаны в рецепт считается влиянием немецкой и австрийской кухни, поскольку Венгрия долгое время входила в состав Австро-Венгерской империи. Соль, перец, все, конечно, на ваш вкус. И обязательная специя – это сладкая паприка. Накрыть крышкой и протушить минут 10. Добавить мелко нарезанную петрушку, и наш паприкаш готов. Аппетитный и ароматный паприкаш подаем к столу без промедления. Паприкаш стал популярен за пределами Венгрии, когда знаменитый французский повар Жорж Агюст Эскофье разместил его в меню в своем ресторане в Гранд-отеле Монте-Карло. Это действительно потрясающе вкусное блюдо. Чем-то напоминает гуляш. Подается как самостоятельная тарелка и как гарнир. Спасибо всем большое за просмотр.
Надеюсь, вам понравился рецепт. Всем приятного аппетита и до новых встреч!